Привет! Готовы вдохновиться на открытие собственного бизнеса? В этом видео я покажу вам, как зарабатывать, ухаживая за цветами, как открыть мини-кафе на 2 квадратных метрах и даже как превратить простое развлечение в стабильный доход. Вы удивитесь, когда увидите, что некоторые идеи бизнеса можно реализовать даже с минимальными ресурсами. Это только малая часть того, что можно сделать для заработка. Смотрите, выбирайте и обязательно ставьте лайк. Если вам понравится, я подготовлю новое видео с еще более удивительными идеями для бизнеса. Съедобная посуда. Вы когда-нибудь задумывались, какой вклад вы можете внести, чтобы улучшить экологическое состояние нашей планеты? Каждый день миллионы одноразовых тарелок и стаканчиков после быстро перекуса отправляются на свалки, и там они валяются долгие годы, загрязняя окружающую среду. Но вот, в 2021 году группа студентов из Индии сделала что-то необычное. Они создали съедобную посуду. Это действительно прорыв. Вместо того, чтобы выбросить тарелку или ложку, вы можете просто съесть их. И знаете, в чем секрет? Их делают из дробины, остатка после производства пива. Этот побочный продукт прекрасно вписывается в наш рацион, его добавляют в хлеб, печенье и даже тесто для пиццы, благодаря богатому содержанию клетчатки. Идея понравилась не только на родине. Российские студенты из Сургута тоже решили не отставать. Они начали делать съедобную посуду из рисового крахмала. Представьте себе, сначала съесть что-нибудь вкусненькое, а затем просто съесть свою тарелку. Но есть один минус. Цена такой посуды все еще высока, и решением является ее массовое производство. Хотели бы внести вклад в сохранение чистой экологии? Кто знает, может, через несколько лет съедобная посуда станет нормой, и мир действительно станет чище. Солнечная батарея. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда ваш телефон разрядился, а возможности зарядить его нет? Паника и чувство беспомощности. Знакомо, правда? Сегодня у меня есть для вас отличная новость. В 2023 году на рынке появилась новинка, которая уже успела полюбиться туристам и любителям активного отдыха. Стартап Sego Innovations представил портативную солнечную панель, способную уменьшаться в размере до 8 раз, чтобы ее можно было легко носить с собой. При этом ее мощности вполне достаточно, чтобы заряжать смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Эта инновационная модель оснащена монокристаллическими солнечными элементами SunPower с выходной мощностью 25 Вт при идеальном освещении. Панель защищена специальным покрытием, что обеспечивает водонепроницаемость, и имеет подложку из стекловолокна высокого давления, что делает ее идеальной для использования на открытом воздухе. Всего 1,5 килограмма весу и 19 сантиметров в сложенном виде. Просто фантастика. А когда раскладываешь, получается изящная шестиугольная панель площадью 0,24 квадратных метра. Прям как в научной фантастике. Если условия солнечного освещения оптимальны, смартфон можно зарядить за 1-2 часа, планшет за 3-4 часа. Как вам такая идея для бизнеса? Идея которого сделать комфортным отдых туристов, чтобы они не оставались без связи. Умное кафе. Задумывались ли вы когда-нибудь об открытии бизнеса в сфере общественного питания? Это дело может быть весьма прибыльным, особенно если еда вкусная и готовится быстро. В российском городе Краснодар бывший офицер МВД сделал невозможное. Открыл кафе всего на 2 квадратных метрах. И это не обычное кафе, что вы подумали. Тут нет множества поваров и посудомоек. Все, что используется, это умная печь. Она сканирует QR-коды на упаковках замороженных блюд и автоматически подбирает нужный режим для их приготовления. Технология «Умный лед» позволяет замораживать ресторанные блюда, которые хранятся до 180 дней, при этом сохраняя 90-95% готовности. А после разморозки в умной печи через 5-6 минут у вас на столе оказывается блюдо ресторанного качества. Найдите мне еще один метод общественного питания, который может похвастать такими результатами. Итальянские пасты за считанные минуты – это реальность. Ну как вам такая идея для бизнеса? Хостел для цветов.
Кому вы доверяете поливать свои растения, когда покидаете дом на долгое время? Можно попросить родственников иногда заходить или дать ключи от квартиры соседу по лестничной клетке. А что, если к соседям нет доверия? Кто тогда позаботится о том, чтобы любимые растения не засохли? Представьте, что существует место, где ваши комнатные цветы могут переждать ваше отсутствие с комфортом. Все чаще люди сталкиваются с необходимостью ухода за растениями во время отпуска или командировки. И если для животных уже существуют гостиницы, то растения остаются без подобного ухода. Вот вам идея для заработка – создать хостел для цветов. Причем можно предлагать не только временное содержание растений, но и дополнительные услуги – продажа почв, лечение растений, обучение правильному уходу, а также продажу аксессуаров, таких как зеленые ковры, удобрения и красивые горшки. Главное преимущество этой идеи – минимальные стартовые вложения. Начать можно прямо у себя дома, а со временем, при увеличении спроса, расширить бизнес, арендовать помещение, приобрести оборудование и нанять сотрудников. Первую прибыль можно получить уже в первый месяц работы. Как вам вариант бизнеса, когда превращаешь свою любовь к растениям в прибыльное дело? И вполне возможно, что вы станете тем, кто предложит ее в вашем городе. Боссабол. Представьте себе спорт, который объединяет в себе футбол, волейбол и акробатику. Звучит необычно, правда? Познакомьтесь с боссаболом. В наше время многие проводят свои дни за офисными столами, и активный отдых становится особенно важным. Люди в возрасте от 15 до 40 лет все чаще ищут новые и интересные способы провести свободное время. Боссабол сочетает в себе элементы сразу 3 популярных видов спорта. Организация игр по боссаболу может стать отличным бизнесом для начинающих предпринимателей. Вы можете предложить аренду площадок для игр, проведение турниров или даже обучение этому виду спорта. Разнообразие форматов позволяет привлечь широкую аудиторию. Пока еще этот бизнес имеет несколько ключевых преимуществ: отсутствие конкуренции, быстрая окупаемость и простота ведения. Несмотря на то, что боссабол – сезонный бизнес, он может приносить стабильный доход при грамотной организации. А если вложиться в хорошую рекламу, успех не заставит себя ждать. Интересно ли было бы увидеть боссабол в вашем городе? Голограмма-шоу. Еще одна бизнес-идея с использованием современного оборудования. Представьте, что вы заходите в торговый центр, и вдруг перед вами появляются герои любимых фильмов, поющие звезды или эпические сцены из фантастических миров. И все это в виде реалистичных голограмм. Голограммы уже проникли во все сферы нашей жизни. От рекламных щитов до концертов. Идея организации платных голограмм-шоу может стать настоящим прорывом в мире развлечений. Люди будут готовы платить за возможность погрузиться в невероятные визуальные миры. Шоу, где на одном экране развернутся захватывающие фантастические сцены, концертные выступления или потрясающие природные пейзажи. Нужно только выбрать подходящее место, например, в торгово-развлекательном центре, и создать уникальную атмосферу для зрителей. Ну, а для создания самого шоу лучше обратиться к профессионалам. Спрос на голограммы растет, и конкуренции на рынке пока немного. Если вы сами любите развлечения, то, вероятно, этот бизнес будет вам в удовольствие. Главное — обеспечить стабильный приток зрителей, и тогда вложения быстро окупятся. Ну что, кто готов вложить деньги в этот проект и превратить фантастику в реальность? 3D-печать еды. Как вам идея напечатать себе завтрак на 3D-принтере? Еще недавно это казалось чем-то фантастическим. Сегодня 3D-печать еды стремительно меняет привычный взгляд на кулинарию. Современные технологии позволяют создавать невероятные блюда, распечатывая их прямо на тарелке. Торты с персонализированными рисунками, блины с изображением супергероев или даже кофе с вашим портретом. Все это уже стало реальностью. Вот вам новая идея для бизнеса. 3D-печать продуктов питания. Например, в Израиле компания Redefine Meat на 3D-принтере готовит стейки из растительных заменителей мяса. Они не только похожи по вкусу, но и повторяют внешний вид. В базу данных принтера можно загрузить рецепты, а выбор формы ограничивается лишь вашей фантазией. Хотите — печатайте торты, хотите — рисуйте на кофейной пенке или печатайте мясные стейки. Конечно, я не могу не сказать о минусах этой технологии. На сегодняшний день принтеры работают медленно, могут использовать только определенные ингредиенты и пока остаются дорогими. Но одновременно открывается море возможностей, так как на рынке еще мало конкурентов. Как думаете, станет ли 3D-печать еды новым трендом? Кофейный будильник. Бизнес будет приносить доход, если будет предлагать людям то, что они хотят. Вот вам пример такой бизнес-идеи. Миллионы людей каждое утро с неохотой встают с мягкой кровати и идут на кухню заварить себе кофе. Как только вы услышали звонок будильника, настроение пропало на целый день. Неудивительно, ведь он вызывает в первую очередь раздражение и сильный стресс. А что, если просыпаться не под противный звук, а под запах только что сваренного кофе? Спешу вас обрадовать, что такой аппарат уже существует, и это стало неплохой идеей для бизнеса.
Аппарат, который соединяет в себе будильник и одновременно готовит кофе, создал дизайнер Элоди де Ласус. Он дал ему название Coffee Time. Это будильник, который изменит ваше утро. Вместо того, чтобы вскакивать от раздражающего звонка, вы просыпаетесь от аромата любимого напитка, который уже ждет на прикроватной тумбочке. Процесс работы Coffee Time прост и гениален. Перед сном вы загружаете кофе в специальное устройство, настраиваете будильник, и утром вас ждет готовая чашка ароматного кофе. Coffee Time быстро завоевал популярность среди любителей кофе, особенно среди одиноких людей, которые хотят начинать день с чего-то приятного и уютного. Как думаете, станет ли этот инновационный кофе-будильник хитом у любителей утреннего кофе? Рыбный корм. Представьте, что ваше любимое хобби может не только приносить удовольствие, но и стать источником дохода. Если у вас небольшой начальный капитал и страсть к рыбалке, то эта идея для бизнеса точно привлечет ваше внимание. Я говорю о производстве и продаже рыболовной прикормки. Каждый рыболов знает, насколько важно подобрать правильную приманку для удачной рыбалки. Качественная прикормка может существенно повысить шансы на богатый улов, и именно на этом можно построить прибыльный бизнес. Процесс создания прикормки прост и не требует значительных затрат. Основным сырьем могут служить отходы хлебобулочного производства, к которым добавляются ароматизаторы, такие как растительное масло или ванилин. Приготовленную смесь лепят в шарики и упаковывают в воздухонепроницаемые пакеты, что позволяет продлить срок хранения. Со временем рецептуру можно расширить, создавая новые виды приманки для разных видов рыбы. Этот бизнес не требует больших вложений, легко масштабируется и может быть начат с минимальными ресурсами. Главное – это ваше увлечение и желание обеспечить рыбаков качественным продуктом. Как думаете, сможет ли этот бизнес стать успешным в вашем городе? Солнечные очки для собак. Друзья, представьте себе солнечный день в Калифорнии. 1997 год. На пляже Сан-Диего ветер развивает песок, а собаки носятся вдоль береговой линии, наслаждаясь жизнью. Но американцы Кен и Ронни Дилуло заметили, как их пес щурится под яркими лучами солнца. Это неожиданное наблюдение закрутило в голове у них мысль, которая вскоре воплотилась в очень интересную идею. Они задумались, почему бы не создать солнцезащитные очки для собак. Предприниматели обратились к ветеринарам, провели десятки консультаций и обнаружили, что яркий солнечный свет может быть вреден для глаз собак. Идея начала обретать форму, и в 1998 году появились первые прототипы Doggles, первых в мире солнцезащитных очков для четвероногих друзей. Над созданием этого аксессуара друзья работали со своей командой, проверяя каждую деталь, от фитинга до линз с ультрафиолетовой защитой. Интересно, что часть визионеров встретила идею скептически, но когда владельцы собак начали покупать Doggles для своих любимцев, продукт стал крайне популярным. Пока Кен и Ронни продолжали развивать свой бизнес, они не только обеспечивали защиту для псов, но и вдохновляли других на создание подобных новаторских продуктов. Что вы думаете об этой идее? Возможно, у вас возникли новаторские идеи, как улучшить жизнь ваших четвероногих друзей. Экотехнологии. Представьте себе мир, где чистый воздух и кристально чистая вода не роскошь, а норма. Это не фантазия, а вполне достижимая реальность, к которой нас ведут современные экотехнологии. Они становятся все более популярными в мире. Сегодняшние экологические проблемы заставляют нас задуматься о будущем планеты. Загрязнение воздуха, вырубка лесов, исчерпание природных ресурсов – все это ведет к разрушительным последствиям для нашей среды обитания. Но есть те, кто видит в этом не только угрозу, но и возможности. Например, компания Plastic Whale из Нидерландов. Она собирает пластиковые отходы из каналов Амстердама и превращает их в мебель и лодки. Этот проект, что можно извлекать пользу из отходов. На волне роста заботы об окружающей среде открываются новые возможности для бизнеса. Производство биоразлагаемых упаковочных материалов, возобновляемые источники энергии, экофермы, умные дома с минимальным энергопотреблением. Вариантов много, и каждый из них не только помогает сохранить природу, но и приносит доход. Эти идеи бизнеса основаны на одном важном принципе – сохранении экологии. Ведь, заботясь о планете, вы заботитесь о будущем детей. К тому же, такие бизнесы становятся все более востребованными, так как люди все чаще выбирают экологически чистые продукты и услуги. Как вам такая идея бизнеса? Видите ли вы себя в роли предпринимателя, который не только зарабатывает, но и помогает сделать мир лучше? На этом пока все. Как вам эта подборка бизнес-идей? Что-нибудь привлекло? Я буду очень рад вашей обратной связи. Напишите в комментариях, о каком бизнесе вам хотелось бы узнать. Благодарю за просмотр и до встречи!